Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попала болгарочка AEG WS 13125XE. Вот такая вот. Также в данном обзоре узнаем, в чем разница между XE и SXE. Стандартная комплектация у болгарок одинаковая, поэтому в комплекте с инструментом идет антивибрационная рукоятка, обрезиненная, обычная нижняя гайка и быстросъемная верхняя гайка, фикстек. Помимо всего вышеперечисленного, в комплект входит 125-й быстросъемный кожух. Быстренько одевается, нажимаем на кнопочку, меняем положение и также быстренько снимается. С комплектацией разобрались, поэтому переходим непосредственно к самому инструменту. Болгарка оснащена блокировкой вала для быстрой смены оснастки, фиксацией кнопки включения, плавным пуском, регулятором оборотов, стабилизатором оборотов и предохранителем от перегрузки. Значит, если рассматривать SXE, то в ней то же самое, только еще есть предохранитель от непреднамеренного включения. Вот я ее включил, беру розетку, включаю, она не включается. Я ее выключаю, нажимаю на кнопку включения, и только тогда она запускается. Вот так вот. Обороты у болгарки регулируются в диапазоне от 2800 до 11500 в минуту. Длина провода от пыльника до вилки 3,85. Проводок мягенький, нормальный. В корпусе инструмента имеется два крепления для дополнительной рукоятки. Ну и последнее. Максимальный диаметр диска 125 мм. Мощность инструмента 1300 Вт. Но теперь давайте взглянем на зазоры, балансировку, ну и, естественно, люфт. Начнем с зазора. Теперь проверим, не люфтит ли вал. Проверка показала, что небольшой люфт вала присутствует. Ну и, конечно же, давайте проверять балансировочку. Смотрим, на инструмент ничего не наклеено, стол чистый, поэтому приступаем к проверке. Как показала проверочка, балансировка здесь не идеальная. Вес болгарки без учета провода 1925 грамм. С учетом провода 2231 грамм. Вес защитного кожуха 192 грамма. Вес дополнительной рукоятки 235 грамм. Гайки весят 118 грамм. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Первым делом, как всегда, лезем к щеткам. Открутили и снимаем. Вот какие щетки стоят в данной болгарке, размер 5 на 11 мм. Сбоку выходит провод. Предохранители в щетках, увы, отсутствуют. Теперь давайте заценим на плотность. Ну, скажем, довольно плотные. Давайте сразу одним глазком обратим внимание на то, в чем разница между XE и SXE. В SXE стоит другой блок управления. От него отходит четвертый провод на сеть. Вот так. Больше отличий между этими болгарками не будет. Вот как блок управления выглядит в XE. Идет три провода. Стоит, как всегда, на салазочках. Вот здесь расположен магнит на якоре. Как раз с него эта электроника и считывает обороты для стабилизации. Как вы, думаю, уже обратили внимание, имеется доп-подстройка. Теперь давайте взглянем на кнопку включения. Для того, чтобы снять ее и на нее посмотреть, нам необходимо с двух сторон оттопырить два фиксатора и на салазочках ее пододвинуть назад. Вот такой вот тумблерный включатель стоит в этой болгарке. Ну, вполне себе надежный. А вот эта большая черная штука, это всего лишь разводка, скажем, контактов.
Ладно, чтобы вся эта красотища не болталась при дальнейшей разборке, давайте соберем. И установим. Прицеливаемся на салазочки, вот так вот. И защелкиваем. Вот, в принципе, и все. Так, кнопочку собрали, щеточки сняли, поэтому можно лезть дальше. Откручиваем корпус механики от корпуса электрики. Открутили и вскрываем. Давайте сразу достанем диффузорчик и взглянем на статор. Статор в данной болгарке полностью залит. Сделан довольно аккуратно. Ладно, давайте возьмем электрическую часть, отложим ее в сторонку и займемся механикой и якорем, естественно. Для начала открутим переднюю часть корпуса редуктора. Открутили и вскрываем. Давайте сразу достанем якорь. Для этого берем ключик на 10 и откручиваем гайку. Открутили якорек и давайте дергать его из корпуса. Вот как наш якорек выглядит вблизи. Сделан довольно аккуратно. Обратите внимание, нижняя часть якоря полностью забронирована. Сверху брони нет, однако имеется довольно-таки толстый слой лака. На нижней части якоря расположен магнит для стабилизации, который держится на стопорном кольце, и еще не может не радовать лабиринтное уплотнение. Сверху также имеется лабиринтка. Обратите внимание сюда. Это ее неподвижная часть, а вот это подвижная. Для того, чтобы увидеть, какой подшипник у нас стоит здесь, откручиваем держатель. В нижней части корпуса редуктора стоит 6000 фирмы CV, а непосредственно под коллектором стоит 607 фирмы Outdo. На нижнем подшипнике якоря стоит резиночка с кромкой. Теперь редуктор. Смазан он обильно, довольно мягенькой смазкой. В нем стоит игольчатый подшипник, размер 8 на 12 мм. Ну и давайте достанем ведущую шестерню. Гайка пускай лежит. Да, кстати, прежде чем приступать к оценке шестеренок, обратите внимание на блокировку вала. Я бы производителю порекомендовал бы здесь поставить резиночку, которой, увы, нет. Ну, а так в целом норм. И, кстати говоря, если у вас навернулась вот эта блокировка вала, то можете посмотреть видос, в котором я эту блокировку меняю. Ссылка, естественно, в описании. Ведущая шестерня на валу якоря держится за счет спецпосадки, без шпонок. Вот такая вот П-образная типа посадочка. Ну и, естественно, за счет гайки. Ведомая шестерня держится на шпинделе за счет стопорного кольца и шпонки. Несмотря на это, не пугайтесь. Наличие здесь шпонки не говорит о том, что шестереночка тут еле-еле держится, и мы ее рукой просто взяли и стянули. Нет, она напрессована, и без съемника, либо тисочков, либо пресса ее довольно проблематично снять. Ну да ладно, ее пока отложим в сторону и посмотрим на подшипник. Стоит у нас здесь 201 фирмы Outdo, держится на стопорном кольце. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Здесь у нас также стоит лабиринтное уплотнение для защиты вот этого 201 подшипника. Значит, помимо этого обращаю внимание на уплотнение для защиты и уплотнение для герметичности редуктора. Оно здесь есть. Это хорошо. Но теперь пришло время малость повандалить. Берем ведущую шестерню. Вообще надфиль не берет. Еле-еле зализывает, ну просто, ну, грубо говоря, скользит по шестерне. Так, ведомая. Ну, чуть-чуть мягче, но эффект примерно тот же. Но деталюхи у нас в принципе закончились, поэтому давайте собирать. Для начала возьмем переднюю часть корпуса. Установим на вал шпонку. Прицелимся ведомой шестерней. Подберем наставку нужного размера.
И запрессуем. Вот так вот. Блочок с ведомой шестерней пока что отложим в сторону. Возьмем корпус редуктора и установим держатель подшипника. После этого можно брать ведущую шестерню, закидывать в редуктор, корпус, и приступать к установке якоря. Значит, наша задача шестеренкой ведущей попасть на посадку, вот эту своеобразную, П-образную. О. И после этого только начинать закручивать гайку. После этих манипуляций ставим на нижний подшипник якоря резинку. Как ранее говорилось, она у нас идет с кромкой. О. Капелюшечка лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. Устанавливаем диффузор в корпус электрики. Вот так вот. И устанавливаем якорь с корпусом редуктора. Кстати, немаловажно. В этой болгарке редуктор не поворотный. Он становится только в одно предусмотренное заводом положение. И все. Прикручиваем. Прикрутили, и можно устанавливать щетки. Как всегда, поднимаем пружинку, вставляем щеточку, одеваем пружинку и одеваем вот эту мамку на папку. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, давайте сразу установим задний корпус, предварительно проверив, не торчит ли какой провод. У нас ничего не торчит, поэтому ставим и прикручиваем. Ну вот и осталось дособрать лишь редуктор. Устанавливаем стопорное колечко. Вот так вот. Мазюкаем редуктор. Ну и естественно устанавливаем ведомую шестерню с корпусом. Как всегда повторюсь, перед тем как что-либо закручивать, покручивайте завал, для того чтобы зуб на шестерне не попал на зуб на ответный. Когда убедились, что все стоит хорошо, приступаем к закручиванию. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Работает! Теперь давайте взглянем на то, как работает стабилизация. Ставим на болгарке минимальные обороты. Берем нашу колотушечку и сейчас будем душить. Стабилизатор, безусловно, работает. Ну и последнее. Блокировка тоже работает. Ну а теперь, что я могу сказать по поводу этого чуда техники? Болгарка мне однозначно нравится, но, естественно, не без косяков. Начнем с плюсов. Первое, что бросается в глаза, это жирная комплектация. Антивиброручка, быстросъемная защита, быстросъемная гайка Fixtec и длиннющий провод мягкий. Помимо комплекта и внутрянка ее не обделили. Плавный пуск, регуляция, стабилизация с обратной связью, предохранители. Очень даже круто. Значит, имеется бронированный якорь, бронированный статор. На каждом подшипнике, а подшипники неплохого качества, стоит лабиринтное уплотнение. Защита от пыли дополнительная. Здесь у нас стоит иголочный подшипник и, как видим, приплюснутый редуктор. Вот так вот. Типа, чтобы долезть. Ну и действительно удобно. Значит, включатель сам, вот этот, удобный. Если у кого такая болгарка есть, я думаю, подтвердит. Шестерни и смазка хорошего качества, но, как всегда, не обошлось без косяков. Начнем, пожалуй, с гайки. Она, безусловно, крутая, классная и так далее. Но есть свой минус. Она способна зажать не абсолютно любой расходник. Поэтому я, к примеру, при продаже такой болгарки довольно часто по просьбе клиента комплектую еще одной обычной гайкой. К примеру, в том случае, если ему надо будет зажимать, ёрш без резьбы М14. К примеру.
Вот. Потом. Неповоротный редуктор. Это важно не для всех, но тем не менее он неповоротный. В такого класса инструменте хотелось бы видеть щетки с предохранителем. Здесь они стоят без предохранителя. Ну и так, маленькая уже доколебочка. Довольно часто переламывается проводок. Вот здесь. И бывает снашивается блокировка вала, о которой я сегодня уже говорил. Но это уже больше, наверное, из-за неправильного использования. Помимо всего вышеперечисленного, естественно, не помешало бы поработать над балансировкой. Но в целом, повторюсь, болгарка мне очень нравится. Если обобщить, на мой взгляд, этот инструмент может работать как по бетону, так и по металлу. В профессиональных условиях. Если брать такой инструмент для дома, ну то это прям с большим-большим запасом. На все работы хватит. Вот так вот. Ну а если я вдруг не назвал какой-то плюс или косяк, то обязательно пиши его в комментариях. Если у тебя такая болгарка имеется и ты ей работал, то обязательно пиши, сколько она проработала, что первым вылетело и вообще все, что можешь о ней написать, пиши. Вот так. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, ну и хватит.